Нихао, друзья! Сегодня мы будем прошивать PPTV King 7. Ссылочку на обзор данного устройства будет в описании под этим видео. Как обычно, никто ответственность не несет за то, что вы делаете со своим телефоном. Вы все делаете на свой страх и риск. Если вы все делаете по инструкции, либо как я буду делать в этом видео, либо на сайте FOPDA, то у вас все должно получиться, и телефон будет летать, работать, и никаких проблем у вас с ним не будет. Итак, заряд нашего устройства должен составлять выше 50%. Конечно же, в идеале выше 70%. Это на случай непредвиденных ситуаций, чтобы у нас всегда хватило заряда батареи. Итак, первым пунктом у нас будет включить отладку по USB и включить разблокировку загрузчика устройства. Итак, мы идем в настройки, в Advanced, для разработчиков. Тут мы включаем заводскую разблокировочку, включить, и отладку по USB. Окей. Далее, для тех, у кого английский язык, сейчас я покажу, где это находится. Потому что, мало ли, может быть, у кого-то будет не сходиться. Так, English, United States. Окей. Опять же, мы заходим в Settings, Advanced, Developer Options, OEM Unlocking, Enable и USB Debugging. Окей. Все, мы все включили. Выходим пока на рабочий стол, можно перевести назад на русский язык. У кого, точнее, это для меня подходит, но у вас он и так, скорее всего, стоит либо английский, либо русский. Итак, выходим на рабочий стол. Теперь, что мы делаем? Мы с помощью компьютера, у вас ссылочка будет в описании на эти инструменты. У вас должны стоять инструменты ADB, для того, чтобы мы сейчас отправили на устройство команду. Итак, у меня они уже есть, они лежат в корне диска C, называется папочка Android. Вот, а они тоже у вас должны лежать в корне диска C. И мы теперь зажимаем Shift и нажимаем открыть окно команд. Теперь мы отправляем команду ADB, маленькими буквами ADB, Reboot, и пишем bootloader. Сейчас наш телефон перезапустится. Итак, друзья, у меня выдает ошибочку на экране компьютера, то что выдавало, точнее, то что у нас нету сопряжения с устройством. Мы должны вот увидеть такое окно диалоговое, нажать здесь ОК, и затем ввести нашу команду ADB Reboot bootloader. У нас устройство выключится и сейчас включится в режиме bootloader. Мы это ждем, у нас будет вибрация, вот здесь вот у нас написано Fast Boot Mode. Вот здесь вот, прям в самом низу. Так вот. Итак, дальше наша команда будет такой. Мы должны у нас заанлочить, точнее наоборот, заанлочить наш загрузчик, то бишь мы его должны разблокировать. Итак, мы пишем Fast Boot OEM Unlock. У нас на устройстве появляются надписи, они очень мелкие, вообще ничего не видно почти. И мы должны нажать качельку громкости вверх. Это мы соглашаемся на разблокировку. Нажимаем. Отлично, у нас все разблокировалось. Тут написано
в командной строке то, что от начала Start Unlock Flow, потом ОК, если у вас написано ОК, значит все отлично, у нас все разблокировалось, это просто великолепно. Итак, мы разблокировали наш загрузчик. У нас все получилось. Теперь мы пишем fast boot reboot. Это мы обратно возвращаемся в систему, и наша задача состоит в том, чтобы сейчас выключим устройство наше, и мы будем зашивать наше ТВРП для последующих установок прошивок. Кстати, прошиваем мы сегодня на MIUI 8, это кто знает, тот поймет. Вот. Прошивка взята, файлы прошивки взяты с сайтов OPDA. Ссылочки на все наши сегодняшние драйвера, всякие файлы, на все файлы будут в описании под этим видео, не переживайте. Так, друзья, получилось, короче, что с Windows 8.1 это не прокатит, поэтому я принес ноутбук, на котором Windows 7 тоже 64-разрядная, я вообще никаких драйвера не ставил. Что мы делаем? Мы нажимаем Download там, потом подключаем кабель и одновременно удерживаем кнопку включения громкости. Так вот. Вот у нас пошла прошивочка. Download Flash. Сначала красненькое, потом желтенькое и зеленое кольцо. Точнее, вот зеленая галочка, появляется окошечко диалоговое, мы его закрываем, это будет на компьютере выглядеть. Можем просто кабель подключить, тоже. Кабель подключить, так будет лучше. И нажать кнопку включения громкости. Вот у нас появляется такое менюшка. Тут очень мелкими буквами опять написано, и мы должны зайти в Recovery. Volume down is OK. Так. Сейчас он запустится ТВРП. Вот оно запустилось. Теперь следующим у нас шагом это будет подключить его к компьютеру. И сбросить все данные на... Точнее, не данные, а там один архивчик нам нужно сбросить на данное устройство и его прошить. Так, я с помощью компьютера сейчас его сюда закину. Он называется, папочки PPTV будет архив, он будет один. SuperSU, версия 2.78 stable. Вот мы этот архив кидаем сюда, в internal storage. Ну, все закрыл. Теперь мы идем в install. Так, немножко что-то лагает. Идем. Вот он, этот архив появился. Вот он синенький такой. Вот. Мы его выбираем и swipe to confirm flash. Вот мы его сшьем. И все, у нас оно прошилось. Можем опять в систему загрузиться, а можем сразу же и архивчик залить. Давайте перезагрузимся обратно в систему, посмотрим, что у нас все работает. Это мы с вами на данный момент разблокировали загрузчик и установили ТВРП. ТВРП мы ставили с помощью Windows 7 x64 на Windows 8.1 не получилось, то бишь лучше не пробовать, я думаю, как бы все равно не получится, так что нам нужна Windows 7 x64. Так, сейчас это она оптимизирует новые приложения, которые у нас установились с помощью этого архива. Вот. Все у нас работает. Так, это мы пока не нужно нам вообще настраивать. То бишь, потом просто, сейчас мы просто теперь зальем архив и установим MIUI 8. Все. Сейчас продолжаем нашу ошибку. Итак, друзья, на данный момент над фоном имеет у нас разлученный загрузчик ТВРП. И
root. Мы пробовали ставить MIUI 8 и у нас выдавало ошибку. Как выяснилось, все из-за того, что у нас сама MIUI 8 немножечко имеет, короче, выяснилось, что MIUI 8 имеет ошибки сборки, и поэтому ее поставить возможности нет. Поэтому мы с вами будем ставить сборку CyanogenMod, то бишь Cyan. Сейчас мы переходим в режим TVRP. Мы зажимаем качельку громкости вверх и кнопку включения. Выбираем первый пункт. Клавиша выбора является качелька громкости вниз. И вот у нас TVRP появилась. Так, здесь мы выбираем Install, как обычно. Также напоминаю, что мы сделали бэкап. Он у нас вот он. То бишь зашли, чтобы были все галочки поставлены. Потом мы нажимаем Install, и наш архив называется cm13.0. Мы его выбираем. Так, давайте я вам поближе покажу. Вот наш архив называется. Мы идем в Install. Потом выбираем CM13. Надо будет вниз прокрутить. И просто свайп для прошивки. У нас пошла прошивка. Угу. Так, опять у нас выдает ошибку. Итак, узнали, в чем проблема. Мы из автора прошивки. Значит, мы должны зайти в Mount. Здесь выбрать System. Назад. Потом мы должны зайти в Wipe. Здесь Advanced Wipe. Выбрать Dalvik /Hard Cache, System, Data и Cache. Internal Storage смотрите, не трогайте, а то тогда затрется ваш файл прошивки. Делаем Swipe. Нажимаем Back. И возвращаемся, ну либо вот нажали на дом. Затем нажимаем Install опять и выбираем наш файл. Делаем опять Swipe. И теперь ждем, пока у нас установится наша прошивка. Пока оставлю это так. Заодно посмотрим, сколько это займет времени. Так, прошивка заняла где-то минутки 2. Дальше мы нажимаем вот здесь клавишу, кнопку, точнее Reboot System, и посмотрим. Также хочу предупредить, что гапсов, то бишь Google Apps здесь не будет, то бишь ни Google Play, ни Google Market и так далее. Поэтому мы сейчас их поставим сами архивчиком. Вот. Надо будет его сейчас закинуть. Вот у нас запускается. Это у нас Cyan. Такой будет синенькая голова, синенький Android. Так его назовем. Ждем, пока он запустится. Запуск первый долгий должен быть. Где-то минуточек, может 5-10, возможно и меньше. Сейчас мы это узнаем, сколько он будет запускаться. Итак, запуск у нас занял где-то минутки 3-4, что очень даже хорошо. Здесь у нас выбор языка. Выбираем. Так, давайте вот так вот буду показывать, а то не видно. Выбираем язык русский. Ищем его. Так, вот он тут, вот он, русский язык. Далее. Добавить сеть Wi-Fi. Давайте добавим. Так, подключили сеть Wi-Fi. Смотрим, все ли работает. Потому что даже может на... Так, хорошо подключилось.
Сим-карты у нас пока нету. Далее. Дата у нас. Так, все время у нас сейчас московская. ГМТ плюс 3. Так, верная. Да, дата у нас тоже верная. Все отлично. Далее. Начать. Угу. Так, ну пока что вообще все очень шустренько, быстренько. Мне прям все нравится. Конечно же, проверочки будут потом. По поводу звонков. Так, что-то вот тут Китай какой-то. Скорее всего, надо кабелечек наш достать и ставить его назад. Сейчас посмотрим. Да, все нормально. Так что не пугаемся. Где-то если есть Китай, то надо просто, возможно, устройство перезагрузить. Так, смотрим. Что тут у нас о телефоне? Android, кстати, гляньте, 6.0.1. Круто. Потому что был 5. Так, что тут еще? Cyanogen Mo 13. Модель устройства King 7. Давайте посмотрим, как мы подключаемся к компьютеру. Передача файлов. Сейчас мы закинем, значит, наши Google. Ага, вот появился он у меня в компьютере. Так, закинем наши гапсы. Они там весят где-то мегабайт 100. Так, посмотрим, есть ли у нас здесь музыка. Так, нет, вообще ничего нету. Можно посмотреть рингтоны. Это значит, у нас нет, не здесь, а в настройках. Ну, там, кстати, вообще быстренький получше стал по сравнению с официальной версией, конечно же. Прям советую вам это поставить. Так, что тут у нас? То есть, примерно все работает, а по звонкам надо смотреть уже в процессе пользования. Так, выключаем наше устройство, опять заходим в наше любимое ТВРП. Сейчас мы поставим с вами Google Play, короче, все от Google, чтобы у нас был Google аккаунт и все к нему подключалось и все работало. Так, опять заходим в ТВРП, удерживаем качельку громкости вверх и кнопку включения. Вот мы попали в выбор. Качелька громкости вниз, выбираем первое меню, первый, грубо говоря, первую строку. Здесь install и выбираем вот этот OpenGApps RM и делаем свайп, как обычно. Вот у нас она пошла установочка такая, OpenGApps называется. Ну, это от Google. Кто ставил, знает уже. Все, сейчас она у нас где-то займет минутку, может быть 2, даже может быть меньше, наша установочка. Пока подождем. Итак, установилось все у нас. Делаем ребут и систем. А там даже можно было там нажать ребут систем, я просто не заметил. Опять у нас сейчас все запустится. Оптимизация приложения небольшая будет. Сейчас мы все это увидим. Посмотрим, пока тут оставлю. Ждем пока. Так, наше устройство включилось. Угу. Так, давайте посмотрим, где наши Google Play. Так, смотрим. Угу, вот он у нас Play Market появился. Давайте вынесем его на рабочий стол. Зайдем в него. И попробуем скачать Antutu, чтобы сразу же тестик провести. Ага, так, все, отлично. Все у нас хорошо установилось. Ссылочка на все, конечно же, опять же будет в описании. Так, давайте мы с вами все это добавим.
Далее. Так, отлично. Все, у нас Google Play загрузился. Wi-Fi работает. AnTuTu Benchmark. Сейчас зайдем, покопошимся в нем. Угу. Скачался наш AnTuTu. Все, теперь ждем тест. Нашли. Так, наш AnTuTu тест выдал 45761. Это без производительного режима. Сейчас мы еще включим производительный режим и попробуем снова. Итак, второй тест AnTuTu у нас сделался. 46 193 очков. Ну, в целом-то, конечно же, не феерический успех, как я ожидал, но хоть что-то. Официально вроде бы набирает 48 тысяч. То есть ЦАН стал хорошо, ну, ставить его советую, уж лучше намного, чем все-таки этот официальная версия. Поэтому вот такие вот дела. Всех благодарю за просмотр. Когда запилится, когда выйдет MIUI 8 на данное устройство, то есть ее портируют. Я, конечно же, сделаю на нее небольшой обзор, как на ЦИАН. И, конечно же, покажу, как ее прошить в данное устройство. Пожалуйста, напишите в комментарии какие-то ошибки, либо, конечно же, пишите свои проблемы, на них будут даны ответы, либо любые на вопросы, которым тоже будут даны ответы. Ставим лайки, дизлайки, но только если ставим дизлайки, то, пожалуйста, пишем обоснованные аргументы, почему, чтобы я, конечно же, в следующем будущем исправился.